Привет, это Хиток. Ой, то есть Ведж. И это новый ролик на моем канале, а именно новые прекрасные самповские истории. Что ж, я не хочу как-то тянуть. Во-первых, хочу сказать то, что теперь я оставил ссылку на тот паблик, где я взял данную историю. Можете переходить и подписаться, да. Урок физкультуры. Кто-то звонит на WhatsApp. Я, недолго думая, беру. С той стороны слышу: «Здравствуйте, я старший участковый города Ставрополя». Вначале мне показалось, что это скам. Но как же я ошибался. Участковый объяснил мне, что он звонит мне по заявлению на некого Петра Петрова, имя заменил, который написал некий Иван Иванов тоже. Я вообще нифига не понимал и открыто ему об этом говорил. Он начал читать текст заявления. Суть там была в том, что Петр обманул Ивана на 2700 рублей 26 ноября. Но когда я услышал конкретно, в чем заключался обман, я обомлел. Иван скинул ему деньги, но не получил виртуальное имущество. Как выяснилось потом, Петр обманул Ивана на Маверик в Сампе. И тут я вспоминаю, эти оба мои клиенты. Я вспоминаю, что там произошло, и просто кричу. В прямом смысле кричу. Я выключаю микрофон и ору как псих. Благо, к тому моменту уже ушел из спортзала и вообще свалил на улицу. Я ору недолго, ибо полицейский решил включить видеосвязь и что-то мне показать. Итак, я вижу такого крепкого толстенького мужика в форме, который прям сидит и смотрит на меня. В этот момент все мысли о том, что это скам, у меня исчезли. Он секунд 40 ищет, как переключить фронталку на переднюю камеру, и наконец сделает это. Я выключил микрофон и поорал еще раз, ибо он мне показал распечатанную на листке А4 переписку в чате ВК, где фигурировал я, Иван Иванов и Петр Петров. Из этой переписки, кстати, он взял мой номер телефона. Все мои догадки подтвердились. 26 числа я гарантил сделку на 3000. Иван в той сделке затупил и скинул Маверик раньше, чем Петр перевел мне деньги. Таким образом, он просрал свой вертолет. После сделки Петр мне скинул 300 рублей, процент за гражданство которого по факту не было. А потом ушел в игнор. Иван просто взял и написал мне электронное заявление в ОВД по городу его жительства. Пришлось, конечно, на пальцах объяснять мужику лет 40, о какой игре речь, что за имущество, как вообще так случилось. Говорили мы в сумме минут 40. Еще спросил у него, что будет Петру, на что полицей ответил, что это уголовка, но будет штраф. В конце он сказал, что звонил мне для того, чтобы я его связал с Иваном, ибо тот куда-то исчез. После того, как мы поговорили с участковым минут 40, я ему рассказал всю ситу со своей колокольни. Он попросил меня связать его с отправителем заявления, ибо Иван не оставил никакого контакта. Я сказал полицейскому, что свяжусь с Иваном и скину его номер в WhatsApp, ну и попросил подождать. В ту же минуту, как скинул трубку, сразу же начал вхлудить в ВК Ивану и говорить, чтобы он пошел говорить. С матом немного. Номер у меня был. Минуты 3 Вану не хотел отвечать, но потом все-таки ответил. Я просто цитирую диалог. Ты серьезно? Что? Нет, ты серьезно написал заяву на него? Ну да. Я стою и кричу, ну и начинаю ему рассказывать все, что случилось. Он даже не удивился, как мне показалось. Поговорив с ним минут 10, я пошел добиваться в личное сообщение к Петру. Тот тоже морозился вначале, но потом пошел на диалог. Ну и он, конечно, судя по голосу, испугался, хотя пытался это не показывать. Я посоветовал ему все вернуть и все дальнейшие проблемы отсечь, на что он сказал, что напишет Ивану насчет этого. Но ничего, наказание не боится, ибо там штраф 2500 всего. Обоим дал номер участкового. Вечером пишу Петру и узнаю, что он реально вернул 2700 и созвонился с участковым, который, судя по всему, попросил его приехать в отделение, ибо уже на следующий день он там с ним и встретился. Петр ему все еще раз рассказал,
про рынок барыг, что за имущество виртуальное, почему люди за него деньги отдают. Когда рассказывал про барыг, полицей спросил, а вот барыги это легально? Ну, чел ответил, ну да, ну и как бы нет. После такого ответа дядя стал спрашивать об этом, но Пётр сказал, что это нейтрально, и свел диалог на нет. Ему сказали, что дело закрыто, и его просто отпустили. Конец. Каждый в этом мире грозился написать заяву, но почему-то не писал. А чел взял, никому не грозил, никого не оскал, и из-за небольшой суммы в 2700 выдал это. С камеры крепкого вам сна по ночам. Что ж, а теперь снова время мне что-то сказать. Что я могу прокомментировать по этой истории? Я честно не сомневаюсь в ее подлинности. Такое вполне и более чем могло быть. Я думаю, так бы это и произошло. Ну то есть, вот, оно и произошло. Ну, как и сказал автор поста, с камеры крепкого вам сна по ночам. История реально прикольная и интересная. Свое мнение вы можете написать в комментарии. Что ж, с вами был Хиток. Всем удачи и всем пока.